Всем привет! Китайцы заявили, что дешевые китайские автомобили в России появятся не скоро. Российский рынок сейчас пустой, и Китай старается в первую очередь занять более прибыльные ниши. Во-вторых, они боятся конкуренции с АвтоВАЗом по политическим соображениям. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. На фоне ухода или попросту уменьшения присутствия в России европейских, японских и американских брендов, активизировались китайские автопроизводители. И хотя нарастить свою долю им все же удалось, по-настоящему дешевых машин россияне от них так и не дождались. Одна из причин кроется во внутренней политике китайских автопроизводителей, связанной в том числе с недостаточно высоким спросом на нашем рынке и банальной нерентабельностью импорта бюджетных машин в силу больших накладных расходов. Также китайцы уже не первый год избегают прямой конкуренции с АвтоВАЗом, что связано как с политическим чутьем, так и со ставкой на сегменты с большой маржинальностью. В условиях обедневшего рынка китайским компаниям выгоднее продавать меньше автомобилей по более высокой цене, чем бросать вызов АвтоВАЗу. Кроме того, наступление в лоу-кост сегменте предполагается создание российского производства, как это сделали, например, Hyundai и Kia. Это позволяет экономить на пошлинах и других сборах. Из китайских марок на строительство полноценного завода решился только Havail, выпускающий под Тулой свои кроссоверы, но и дешевых моделей у него как нет, так и не было. Стало быть, китайцы очень хитрые ребята. Они идут в самые прибыльные сегменты рынка, и это просто бизнес. Уже сейчас дилерские сети брендов из Китая растут очень и очень активно. Из 59 заключенных дилерских договоров за последнее время доминируют именно китайцы, а именно Exit, FAV, Chery, Geely, Havail и JAC. Также в этом году в России ожидается появление более 10 новых китайских автобрендов. Особой изюминкой станут автомобили с пожизненной гарантией и алюминиевым кузовом. Ну и обещанная мною шутка юмора. Россиянин, помни, пока ты сидишь в интернете, китайцы размножаются. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как вы относитесь к китайским автомобилям? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей.